Ты застряла, тебе помочь? Всем привет! Сегодня гуляем по Братиславе. Знакомьтесь, это Саша. Она живет и учится в Словакии уже 3 года. Правда, не в Братиславе, но что нам мешает устроить прогулку по столице Словакии? Сегодня мы сходим на старое кладбище с могилами по подписке, посмотрим на президентский дворец, улицу Бориса Немцова, старый город и, конечно же, замок. Ну что, погнали гулять по Братиславе? Первым делом мы пойдем на кладбище. В общем, я собираюсь протащить вас по Козьей улице до российского консульства. Ну вот спальнички, прям спальнички. Легалайз в стране? Нет. Нет? Что-то травой пахнуло. Ключ поверни. И Братислава. И Братислава. Какой старый город без уличных музыкантов? И запаха ссанины просто. И запаха ссанины. Почему Козьи ворота? Потому что Козья улица. Тебе стыдно с нами идти, Саш? Очень популярный писатель, который, как Дарья Донцова, только мужик. Мюнхгаузен на Ядре, да. Знаешь, сколько денег стоит эта хрень? Одна квартира в этом районе. Аренда могилки. Ну сколько стоит? О, можно крипту взять на всю семью. Я переводила какую-то статью, где была Анджелина Джоли. Мне нужно было по законам словацкого языка перевести это как Анджелина Джолиева. А тут очень популярны пирожки. Знаток Братиславы, Саша. Братислава! Привет, Саша. Покемон Го. Давай Привет. показывай нам Братиславу. Но первым делом мы пойдем на кладбище. Мы успеем? Нам Мы успеем. Это по дороге. Хорошо. А вторым? А вторым мы пойдем есть. Сейчас нам нужно понять, вот он, кладбище, а как к нему перейти? Пойдем Удобно. переходить там. Что это у вас тут за вот это вот? Что, это? Да, как САП? это называется? Это просто... Небоскребы вот эти смешные. Похожие на яйца чужих. Это слишком, Перерыв на рекламную паузу. слишком вытянутые яйца чужих. Ладно, что за кладбище, давай разбудим. Старое кладбище, Так. где нужно платить кучу денег, если ты хочешь там полежать. Ограниченное количество времени. В смысле? Там можно только ограниченное Потом количество... хоронят на Да. время, что ли? Да. Потом тебя выкапывают, потому что это старое кладбище, считай, в центре города. Так. И очень у многих кладбищ Словакии такая тема, что ты там можешь полежать. Полежать. В чем смысл? Можно материться. Насколько я помню конкретно об этом кладбище, тут ты можешь лежать максимум лет 30. Там это на объявлении, короче, висит. Прямо на входе. Нужно будет чекнуть. Потому что я хотела загуглить, но каждый раз забывала. А потом тебя выкапывают, и куда тебя девают? В компост? Мне больше интересует, как бы, что делать в таком случае, если у тебя родственников не осталось. И... Ну, тебя выкопали и... Как в Спанч Бобе, когда у него нет страховки, просто из больницы выкатили. У него нет страховки. Оу, но без нее он не сможет расплатиться за эту палату. О, сейчас будет рубрика Впереди в 4 полосы без светофора. Удобно. Ну, Что, кладбище рядом. Что случилось? Что ты его держишь? Меня раздражает, как оно шлепает меня. Цепи за вот эту штуку. За какую штуку? За майку. За эту штуку. Какую штуку? За Как она майку. называется? За сиську. За сиськи. Я сейчас узнала о вашей личной жизни больше, чем мне когда-либо хотелось узнать. Почему? Потому что ты не знаешь, что такое сиська. Вообще, весь этот район в честь торгового центра, в котором мы только что были, называется Нивы. Нива. Нива это поле, Я да? подозреваю, что в обратную сторону, точнее, но это не важно. Я ничего не знаю о Братиславе. Кроме Значит, хороших кофеин. Нива по-словацки это поле, да? Ты кого спрашиваешь? Тебя, Тут который кто-то живет в еще Словакии стоит? уже хрен на кучу лет. Я не живу в Братиславе. Нет, Ну, слово Нива-то ты знаешь? Нет. Нет? Нет. На сербском это поле. Я знаю А Млынское. Малинские это типа молочные какие-то поля. Мельничные. 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 Вон Дипа кладбище. мне говорит мельничный аллювий. Я не знаю, что такое аллювий. стало хуже, пусть будет Ниве. Фан-факт. Это кладбище находится на улице, которая называется Малый Тырх. Малая площадь. Малая, как это, рынок.
А, ну тырк, да. Рыночная площадь. Рыночная площадь, да. Хороший рынок, что? Хороший продукт. И конкурсы предлагают. офигенные. Кидать понты после смерти, это, конечно, круто. Такого я еще не видел. Но они же совсем старые могилы не выкидывают оттуда. Нет, именно поэтому это так дорого, я подозреваю, потому что тут можешь полежать в обнимку с кем-то древним. В общем, я собираюсь протащить вас по Козьей улице до российского консульства. Зачем нам российское консульство? Оно красивое. Вход, что тут говорят? Что-то какой-то вход в мега-кладбище прям не очень. Заказ. Не жгите никакого... Ну да. Собакам на роликах нельзя. Никаких свечек. Ющим собакам на роликах Мы нельзя. можем пойти в обратную сторону, или мы можем посмотреть на карту, если это кого-то интересует. Ну, ориентачный план. А, вот, да? Значит, аренда могилки. Ну, сколько стоит? Вызнанные особенности. Также, пардон, Всякие. Всякие знаменитые. это всякие знаменитые люди. Я никого. Вот Ковач знакомая фамилия. Президент Славянска. Ага. Ну, Не, не то. Короче, не знаю никого. Ценник чего? Выкоп. выкоп гробовой ямы. А, ну это просто... А, смотри. Размер 130, 450 евро. Не-не-не-не. А, это вот Налог. с Плати. НДС. Плати налог. То есть за... Вы вошли в зону НДС, да? Да. Принаем гробового места. Это что? А, это выбор места, да? Почему так дешево? А, может, в день. Нет, это за год. Ну, слушай, нормальные цены, не такие понты. В общем. А, тут, наверное, это все суммируется. Да. Обслуживание. А. Нормально. Не, ну, может быть, не все. Но вот это уже типа массовые захоронения. 1, 2, 3, 3 гроба, 4. На 10 на лет. 10 лет. Ну и крипты, конечно же, гораздо дороже. О, можно крипту взять на всю семью. Криптовалюту. Вот на нас можно взять 3. 1390. Но это не считая того, за сколько тебя будут закапывать, выкапывать. Ну да. Тут еще нужно платить за то, чтобы... Кто привозит мертвых? Машина какая-то. Как она называется? Катафалк. Чтобы сюда въехал катафалк, тоже нужно заплатить. А за выдав... Как это по-русски? Выдачу чего? Выдачу соглашения или разрешения на что угодно тут тоже нужно заплатить. А, вот тут я вижу прям хорошие цены. На свой Это на то, чтобы... Давай хрипки. Двоегробки. Двоегробки. Это чтобы ты сам свои, короче, памятники притащил. То есть Ладно, пошли, мы иначе не успеем пройтись. Тут не все так просто, да. Поэтому я говорю, что вы... Короче, Да, что-то как-то, да. не, ну, если это аренда койко-места 6 центов в год, это немного. Койко-место. Да, но тебя никогда не принаймут просто койко-место. Ну да. Вероятно, да, ты должен будешь что-то еще поверх. Я подозреваю, что там минимум нужно будет раскошелиться 2 1000. Вот, и в этом парке Настя узнала, что ворон и ворона — это разные птицы. Да. Поздравляю, Настя. Потому что в украинском такого развлечения нет. Различия. Развлечение это, видимо, словацкое, да? Нет, это я просто создаю слова на словацкий манер. К примеру, в будущем глагол «быть» будет «будеме» по-словацки. И теперь по-русски «мы будем» мне звучит очень тупо почему-то. Это нелогично. Почему я будем, мы будем, они будем. Но тут очень ухаживают за могилами. Прям очень. В том числе не на таких крутых кладбищах, а на простых. Для обычных людей. Для пролетариев. Да. Для рядовых трупов. Мы, кстати, когда будем проходить мимо консульства и по дороге на замок, мы можем пойти в еще одно кладбище. Оно прикольное, мне оно больше понравилось, оно, мне кажется, старше. Я рассказывала, что в Прешеве стоит статуя в полный рост и еще немножко одного криминального авторитета на кладбище. Нет. Я не помню, фамилия Голуб.
Голубов. Короче, как-то Голубь, так. короче. И вот оно стоит. И мы, конечно же, с Настей пошли туда гулять, потому что больше в Прешеве негде гулять. Там нет парков. Отличный город. И мы нашли эту статую. Мы стояли, наверное, минуты две такие. Кошица самое стрёмное гетто цыган в Европе. Луник 8 или 9, я не помню. Я думал, что в Болгарии больше всего цыган. И за то, что туда ходят водители автобусов, им платят за опасность, за опасную работу. Им дают надбавку. Они играют в покемонов, если что. Ну, ты забрала На маме кладбище. телефон. А что это? Это традиция играть на кладбище. Здесь, кстати, чудовищно мало покестопов для кладбища. Если ты придешь... Куда придешь? Серафимовское? Куда мы ходили? На Серафимовское кладбище в Питере. Там покестопов будет 1 000 000. И будут посетители смотреть на тебя, как на ежа на скейте. Типа, что ты за мразь-то такая? Что ты здесь делаешь с телефоном? Но зато бомжи гуляю. у кладбища Цоя тебе... Ну, они не могут Могилы. высказать... Тебе порадуются. У могилы Ну да. или горшка, типа, что вы тут вообще? Потому что отхватишь ты бутылкой в репу, и все твои претензии закончатся. Смотри, какая красота. С Бричтадом. Как называется? Плющ. Знаете, как я вспоминала, как будет по-русски эта трава? Как? Трава на стене. Как называется? Так и загуглила. Сколько языков ты знаешь? Русский, английский, квази-чешский, словацкий, квази-французский. Что значит квази-французский? Ну, типа, я сдала ГОСы, но мы не будем об этом говорить. Не будем грустно, так сказать. Там где-то полиция. Там. Отлично. Я в другую сторону. Мы идем в другую сторону. Мы идем на президентский дворец. Празднично, Маршем на президентский дворец. Пожалуйста. Свиньей идем. Свиньей идем. Свиньей. Кабанчиком метнулись. Люди, не торопясь, с руками за спиной переходят на красный свет. Хотя, в принципе, можно и нам перейти, там вообще там стоят. Лавандуля. Кто? Лавандуля. Ага. Наверное. Лаванда разве? Я понятия не имею. Там что-то не... Континент местный. Это Рубинс, да? Это дворец, короче, президентский, да? Да. Он похож на вокзал в Белграде. Обычно тут несут почетный караул. И в отличие от того, что я видела в России, тут мальчикам на почетном карауле выдают солнцезащитные очки. Это очень мило. Ну, потому что ты тут охренеешь. Давайте мы не будем нарываться на штраф. Сбить эту штуку? Да, спасибо. Но ты вот избила ее, молодец. Я не сильно вообще. Наташа бы не избила, зеленый бы не загорелся. Фирменный магазин горения. О, это же сербская, югославская. Югославская бывшая. Некрасиво. Дворец. Здравствуй, дворец. Вот. Вход в сад еще 100 метров. Я не уверена, что он работает в выходной. Потому что ничего тут не Понимаю, тут работает. никто не работает в выходные. Правильно понимаешь. Понятно. Банска-Быстрицкая улица. Банска Быстрица – это город в Словакии. Тут где-то есть и Прешевская, и Кошицкая, и вещей. А улица Ленина почему? Была в Прешеве, ее переименовали, я уже не помню во что. А еще до сих пор осталась Сибирская улица. Ленинградская была или все еще есть, но мне кажется, что ее переименовали. Так что да, Понятно. у нас все еще все есть. Ползет. Пытается проникнуть в королевский дворец, вернее, президентский. Еще я хотела тебя конкретно сводить в Зодиаковский парк. Я не знаю, как мы это все Пануем. Скомочем. Саша и русские слова. Скомпилируем. Скомпонуем. скомпилируем, я хотела сказать, да. Понятно. О, смотрите-ка.
Украина. На Порше, нифига себе. Следом Чехия, Немец. А венгерская Kia. Вот нормальная машинка. В Словакии номерные знаки, эти буквы просто рандомные, да? Первые две — это регион, Что за регион АА? чтобы я Или помнила. НР? А БЛ — Или БЛ. это Братислава. Или Бойзлав, что тебе нравится больше. Не, мне кажется, они вообще не... Ну, Нет, это точно регион. ладно. А славянская... Я уже гуглила, что это такое. Заграда. Сад. Понятно. Это не Цепакаунда. Тут можно вон ходить по траве. По травиного ходьба. По травине. Потравины — это продукт. Да, мы сегодня уже поплакали на вывеске «Малина по траве». Мы можем выйти здесь и пойти в сторону консульства. Мы можем тут выйти? Да, мы можем тут выйти, отлично. Скромненько, да. А тут же президент не главный, да? Тут премьер-министр главный, как и в Венгрии. Но про Фица я слышу гораздо больше, чем президент. Я не знаю, кто Так и президент. про Орбана тоже. А кто президент в Венгрии, ты знаешь? Понятия не имею. Это я не знаю. А он есть. Какая-то печарня у нас. Ставба. Ставба. Что значит ставба? Стройка. А, да. Мог бы догадаться. Там рядом с российским консульством еще штуки 3. А мы излазили всю эту сопку, пока искали белорусское консульство. Потому что ко мне приехал друг белорус, и мы решили, что нужно найти. Нашли? То, что указано на Google картах, да, там нет ни одной отметки о том, что это консульство. А, Я не уверена, что шифруются. оно там до сих пор есть. Городской замок. Направо. Нет, град — это и есть замок. А, Град Кастл? А, это на 2 языках. Да. Железничная станица, а исторический центр. что? Пойдем по той стороне. Да, и там тенечек. О, как раз. Первое... Ставобно-спорительно. Что это значит? Первая строительная. Те, которые деньги тебе дают. Как они называются? Ну, типа того. Совет церкви Словакии. Угу. Церковный собор. Суббота. А тут... Нет, тут Бискуп. должен быть и епископ, да. Угу. Нет, Красный Крест в другом месте. Ладно. Тут очень красиво весной. Прям, когда все цветет. И улица Палисады, это прикольно. Палисады. Так и переводится как Не, палисады? Палисады. Вроде бы да. Я не помню, если честно. Какая-нибудь садовая. Садовая. Мы на Садовой. Кольца нет. Не, мне Палисады кажется, есть что палисады. эти буквы просто рандомные. Нет, это братиславские. Да, блин. БТ. Тогда бы все было бы БТ. Нет. А, кстати, по-моему, тоже братиславские, потому что все, что... БА тоже братиславские. ЕЕ, ну, это этот. Эстония. Нет. Военная, похоже. Или консульские, Консульские, наверное. посланнические. Я вот так вот стулья выставила, нормально. Ну, а что нет? Ну, итальянская выглядит как дом на Васильевском острове. Любой, да. Вот эта печенюшка за ней или этот за ней? Посольство России. Консульство на следующем переходе направо. Оно выглядит просто как коробка. Вот эта печенюшка, это консульство? Посольство. Посольство России. Вот это или следующее? По-моему, следующее. А. Там очень красивый сад. Вот тут меня тоже начинает обуревать классовая ненависть. Почему? Ты знаешь, сколько денег стоит эта хрень? Ну, Какая? типа, одна квартира в этом районе. Не знаю. Я тоже не знаю. Но ты ее тут можешь только в наследство получить. Да? Ну, ты ее просто так не купишь.
Во-первых, потому что хрен его туча денег, во-вторых, кто тебе ее продаст? Какой дурак? Ну, не знаю, продают же квартиры в центре. В любом Или городе. следующий поворот. Видишь, я тут путаюсь? Нет, вроде это должен быть. Да, и как вы можете видеть, тут из-за того, что рядом консульство России наклеили назов улицы. Улица Бориса Немцова. Давайте очень быстро перебежим дорогу. Очень быстро. Перебежали. Прям перед троллейбусом. Отлично, мы очень молодцы. Посольство. Ну, его снимать нельзя, поэтому пойдем дальше. А где улица? Ага. И там тоже было наклеено напротив. Здравствуй, улица Бориса Немцова. Спускаемся, идем дальше обратно. Почему они это не снимают? Что именно? Вывеску. Не уверена, что у них есть на это право. Ну, территория посольства, это же территория другой страны. Ага. Понятия не имею. Но вот тут они тоже вряд ли снимут. Так, хорошо, что здесь еще есть? Знаток Братиславы, Саша. Через 5 метров Направо. 50-40. Ага, телефон у тебя на французском. Телефон у меня на французском, чтобы я знала хоть что-то. А еще у тебя же зародыш японского. Японский немножко. Украинский. Ну, это понятно, у тебя все друзья украинцы здесь, Дружба народов. да? Так, что тут у нас с урбанизмом? Это, Завод какой-то. это медицинский парк. Это культурный памятник. Там, если перейти на ту сторону, по диагонали, там будет замок, если я не ошибаюсь. Ага. И он очень красивый, когда тут трава нормально растет, а не вот. А не вот это. Они, Ну, у нас они как борода подростка. сожжено солнцем, мне кажется. Лютое же солнце. Ну, и люди тут, как видишь, тоже не отдыхают на траве. И Вене тоже отдыхают на траве. никто за там ней не нормальная трава. ухаживает. Творчество. А, ты про это? Творчество. Это какающий дьявол. Демон. или кот, который играет. Ну, у него какашка вот лезет. Окей. Это как будто Бессарёв нарисовал. К нам приезжала, когда я еще маленький был в первом классе, студентка из Мексики по обмену. Мы жили с бабушкой, с другой моей. И студентка-то на английском говорит, сестра моя тоже на английском. Сестра потом туда поехала. И бабушка, вместо того, чтобы попросить мою сестру объяснить, она просто начинала говорить громче. Ну это Я работает. сварила суп, будешь? I don't understand. Я суп сварила, ты будешь? Не, ну в Ты чем целом, громче ты говоришь, тем человек тебя лучше понимает. друг. Тактика рабочая. Человек просто пугается, такой, хорошо, вы все, что хотите. Вот, Ну, вот да. деньги. Я вот. же говорю, тактика рабочая. Так, и что, это мы уже к историческому центру? Да, мы подбираемся немножко ближе к историческому. Вот за что я Белград ругаю, вот оно здесь. Оно везде есть, поэтому... Да. Матушкась, навигуй. Мы когда с Настей были в Вене, мы обошли всю Вену пешком. Окей, ладно, давайте подождем, пока она домигает. А почему у вас не работают светофоры? Потому что кому они сдались? Потому что в выходные светофоры не работают. Они тоже... Серьезно? Да. Не, реально, ты не шутишь? Я тебе... Не шучу. Выходные, вот, как горит желтенький. Прямо? Да. Хорошо. А чем это оправдано-то? Это что, типа экономия энергии? Потому что по выходным обычно людей чуть меньше. А где они все? Словаки очень любят ходить в походы, делать какие-то типа барбекю, вот такая тема. Поэтому магазины не работают, да? Магазины не работают, аптеки не работают. Ну, торговые центры, конечно, работают, но всякие маленькие. Дай боже, открыты 3 часа и все. Ага.
Ну, в Австрии мы заметили точно такую же штуку, да. Это фигурка чего? Видишь на балконе? Это ястреб, да, на балконе. Приколдесно. В общем, мы с Настей шли по Вене. Мы приехали еще с утра, часов 8. И там стоят вот эти вот люди, пьют кофе, курят на этих мерзких маленьких балкончиков. Почти что в историческом центре мы идем. И классовая ненависть. Почему? Почему они, а не я? Ну, они же не студенты, вы студенты. А еще у них европейский паспорт. Не самой хреновой страны. Ну, скажем так, совсем не хреновый. Между прочим, Очень Вена, аккуратно. не хреновый. Вена это второй, сейчас уже второй город, второй лучший город Европы. Аккуратно. Долгое время он был первым. А потом произошел Копенгаген. Да, потом Копенгаген выиграл в этом году. Братиславский замок. Да, это, кстати, мы ехали даже вдалеке от Братиславы, по спальному району, его было издалека Ну видно. да. У них есть свой собственный святополк, по-моему. Кто? Святополк. Или свято кто-то. Что это такое? Князь. А, князь? А, типа Ярополк, Святополк, да? Ну, Понятно. хорошо. Тут очень популярны пирожки, которые произносятся пирожки. 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 Это прям, ну, пирожки, в смысле, пирожки. Ну да. Как мы привыкли, пирожочки. Да, слово православное. Не как в Польше вареники. Не, ну нет, прям... Пироги, ну это вообще Пироги. пельмешки, да. Вареники, да. Тут есть и пироги, а есть и пирожки. Пирожки. Вен-студия. Это сеть, насколько я понимаю, украинских. Где? Вон. Тату и пирсинга. А, украинская, да? Ну, у нас в Пришве тоже есть ее филиал. И она украинская. КГБ ПАП. О, Здравствуйте. здравствуйте. Штирлиц не знал, что его выдавало. То ли буденовка на голове, то ли парашют за спиной. Ну, да. Корчма — это Корчма. то самое, что ПАП. Баба Яга. Здравствуй, Афанасьев. Баба Яга кебаб, я так понимаю? Да. Или что? Из нее делают кебаб. Или она делает дикий? Это не Баба Яга, как мы могли Это понять, да? индеец какой-то. Нет, вообще. это это этот. Мюнхгаузен. Это Мюнхгаузен. Мюнхгаузен на ядре, да. Что-то у тебя лицо такое, как троллфейс прям. Поэтому я называю его Баба Яга. Хорошо летит. А, Это от ветра просто, когда быстро летишь. Знаешь, что мы заметили в Вене? Ну. Там трамваи дороже, чем метро. ну. Потому что метро там так себе, а трамвай офигенный. Тут тоже он трамвай. Ну классный. или не поэтому, но факт. Тут общий билет на все. Там, кстати, тоже, но почему-то метро он стоит дешевле, чем трамвай. Я вот не понял. Ну там можно прикола. купить общий билет на все на сутки, но он будет стоить почему-то довольно дорого. Будто я собираюсь весь день вкатываться. А ты не собираешься? Сколько времени? А у вас легалайз в стране, да? А? Легалайз в стране? Нет. Нет? Что-то травой пахнуло. Но тут, да, очень часто продаются, ну, А, ну вот. Каннабис-шоп. Так если ты говоришь, что не легалайз. тут нет легалайза, но тут Он продаются. может быть и не марихуановый, а просто запах. Очень популярный писатель, который, как Дарья Донцова, только мужик. Вырос, это тоже по-сербски. Пальцы. У него 1001 книжка. Я не знаю, почему здесь только одна, но 1001 Это у вот него. именно та одна, которая. Тысяча Вот там лежит. там внутри, видишь, видно, что там вот желтыми стоят. Нон-фикшн или да? А, Да, вот вон. там. Да-да-да. О, Короче, это, кстати, Призонер у него даже Джо- фамилия Джо- Дан, как Данцова. на кладбище идем? Ну, пойдем. Но оно вроде бы было краше, чем то, в котором мы были, поэтому... Че, куда мы пришли, Саша, рассказывай. Добро пожаловать на евангелийское. Правильно я говорю по-русски евангелийское? Евангелийская, да. Евангелийское кладбище. Я не читаю табличку. Я думала, что там будет хотя бы словацкое прилагательное, от которого я бы смогла сделать и русское, но это так не сработало. Которое было построено когда-то. А вы точно экскурсовод? В конце 18 столетия Хорошо. было построено, потому что им больше негде было хорониться. Вот они купили этот участок
И решили хорониться тут. Еще бы я знал, чем евангелисты отличаются от остальных неевангелистов. Зачем тебе знать? Ну, в общем-то, да, в целом. Потому что район, в который мы ходим, он был в то время в основном протестантским, и евангелистам некуда было идти, Чтобы хорониться. чтобы хорониться. Хочешь посидеть? Негде прилечь. Ну вот они и прилегли. Да. Ну, тут что-то чинят, да. Ну, судя по ржавости конструкции. Шперл. У меня учительница в школе по математике была Шперл. Она сперл. Ну, это может быть, если она немка, то это может быть Шай. А может быть, что? Каролина. Она была такая жесткая преподша. Она с немецкими корнями, да, была. Немецкие корни шевелили ей мозжечок. Густав Дорнер. Я вот Альдольфа вижу. Да. Адольф Причем Баумгарт. это, я так понимаю, австрийская, а вот это уже... Густав. Нет, Вообще, не СЗ словацкая. это чисто Венгрия. Это венгерская, да. Да. Я такая мадярская, как по-русски-то будет. Это точно маджары. Мадярская. Какое маджарское? На сербском Мадагаскарское. маджарская. Ну тут, да, бывают очень такие печальные места. Везде бывает. Кароль, это вот тоже венгры. Если мы пойдем повыше, там есть постарше, насколько я помню, могилы. Чалот это, по-моему, семья. Да. А Берлин, получается, их фамилия. Да. Нормально. И семейная усыпальница. Здесь похоронен Берлин. Весь. Вест или Ист Берлин не уточняется. На 3 языках тут написано «Покойся с миром» или «Покойся с Христом, во Христе». Ну да, Понятно. вот этот салат, чалат, салат. Это семейная усыпальница. А как ты сказала, кладбище называется? Козье? У Козьих ворот. Или просто Козьи ворота. Почему Козьи ворота? Потому что Козья улица, А что за ворота? через которые мы прошли, А, это Козьи ворота были? А, я думал, оно маленькое, оно наверх еще уходит. оно еще наверх идет. И там причем выхода нет. Тут один-единственный вход, поэтому если ты хочешь пройти насквозь, тебе нужно перелезать. Нормально. Очень Корнелия и Мария. Какие-то прям такие могилки старые-старые. А это вот Словакия, да? Турзова. Да. Ну, Черна точно словацкая. Цурзова, я подозреваю, что это иностранная фамилия, которую просто удомашнили. Одомашнили. Добавили Ова. Добавили Ова. А тебе добавляют Ова к фамилии? Габовская Ова. Нет, у меня уже прилагательное. А, понятно. То есть я какая Габовская? Так Ну, и... реально, это наше какое-то свойство, качество. Да. Вы сегодня очень Габовская. Подозреваю, что мужчина был Габовск. Габовская. А, Габовсков. Ну, это да, это прилагательное, и технически, если бы переводили что-то с нашей фамилией, к ним не добавляли бы вот это проклятущее «ова». Потому что моя одна преподавательница, она говорит, я переводила какую-то статью, где была Анджелина Джоли, мне нужно было по законам словацкого языка перевести это как Анджелина Джолиева. Она говорит, что она... Это какое-то что-то такое. Имена же не переводятся. Да. Они должны быть одомашнены, а в словацком... У Анджелины Джоли вряд ли есть ВНЖ Словакии. Зачем ее домашнивать? Дикие имена. Она, в общем, такая говорит, что я вот перевела, отправила статью, и потом пошла воссоединяться с природой, траву трогать. Девичьи фамилии женские. Вестова. Да? Вестова. Вестова. И титулы, до которых доучились люди. И что здесь за титулы? Инженер, Инг, Милош вижу. Юркович. Пан был... Пан Бог. Это Чехия. Бог. Чехия. Ага. Пан Бог ест масила. Нет. Это поляки. В том плане, что Бог это вроде бы чешский, но ест, я не помню, это глагол чешский или Ну, в польский. словацком... Ой, господи, в сербском он тоже есть. В словацком, Есть, потому что он есть. другой. Ну, Просто глагол быть, «е». да? Да. Он есть, и вот это все одно и то же. Но вроде бы это чешский. Южные славяне, короче. Понятно. И тут же улица жилая, да, там дом. Это, кстати, не горизонт косит, это у меня так, это так здесь улица идет.
И тут вот эти вот, это супер маленькие улочки, где на каждом буквально углу консульство, посольство или консульство и посольство. И вот спи сладко. Видишь, короче, Верочка, первый показатель, да, во-вторых, это девочка, которой было год, около того. И детей, там пишут имена детей не... Да ей даже меньше было, она с декабря по апрель прожила. Да. Несколько месяцев. Да. 47-й, 48-й это были не самые хорошие года. Имена детей тут пишутся с уменьшительно-ласкательными суффиксами обычно, типа Деточка. Машенька. Машенька. Ну вот с таким настроением. Вот это тоже ребенок, скорее всего, был. Похоже, да. Что Владочка. Родина. Родина это семья. Семья, да. По-словацки. По-чешски. Это чешская, потому что подпись вот эта «Стала се воля его» — это чешский. Угу. Настала его воля. Понятно. Да будет, И там- типа, да будет воля твоя. Ну, это тоже, похоже, ребенок был. С игрушечками. Понятно. Печальные настроения настали. Да, прям такое. Детские могилки обычно в одном месте. В Прешеве так, по крайней мере. Ты идешь, и там рядки такие, и ты идешь и думаешь... А это, насколько я помню, Душин какой-то. известный словацкий журналист. Новинар. Как на сербском тоже журналист, это новинар. Душан. Душин. Тут упокоился советник министерский и его жена. 44-й. Она упокоилась еще пораньше. Гораздо раньше. Почему на год? Почему? 43-й. Я Мне прочитал очень нравятся 13-й. QR-коды. Хочешь почитать? Почитай. Ну-ка. Это гениально, на самом деле. Он, судя по сайту, был... Так, Как это перевести? вспоминаем русский язык. Ну, он ратовал за... Ратовал. Окей. За постройство электрического промысла И что это в значит? Словакии. Ну, что, типа, свое собственное электричество. То есть Здания и так далее. электростанции, видимо, Да, правильно в том начали числе. строить? Мгм. Продавил. Был Первое. Чего? первопроходцем и организатором электрификации Словакии. Заложил и был редактором первого словацкого электротехнического журнала. И учителем тоже был. Конечно Еще, же. конечно. Потому что титул инженер, по-моему, без опыта в учении ты не получишь, не достанешь. Ага. Ну вот мы и вернулись. А тут, видимо, когда-то давно была красивая лестница, но от нее осталось все, что осталось. Ну и отсюда я подозреваю, что мы можем продолжить наше восхождение к замку. Я забыла прилагательное. Неважно. Я ничего не хотела, видимо, сказать. А вы точно экскурсовод? Нет, ты вообще меня так красиво огорошил. Держи микрофон, говори. Да. Ну вот не жалуйся теперь о том, что я говорю. Так ты не говоришь. Я несу Кого? бред. Хорошо. Это я тоже умею. Всегда пожалуйста, я рада, что тебе нравится. Мы не туда, мне кажется, идем немножечко. Ключ поверни. И Братислава. И Братислава. Почему они не могли поставить здесь выход? Какая-то нездоровая тяга к заборам, как на родине. Ян Дробный. Дробный — это мелкий типа. Мелкий.
Мелкий Ян. Мелкий Ян дожил до 50. И вот тут есть еще несколько под деревом. Красивое дерево. Очень красивое дерево. Желаю Роба и Рии всего плохого. Фоткал ты мне фотку. И фанатам Блинка 182 я тоже желаю судорог Вот прям. анальных. А тут, похоже, была какая-то не то Настя, не то чё. Тут крыса какая-то. Короче, да. Я хочу фотку. Давай сделаем фотку. Вот, и из-за того, что во многих больших городах Словакии, да и маленьких в целом, есть проблема с парками, Мгм. где ты, в парке это всегда дети, детские площадки в плане, и там спокойно особо не посидишь, поэтому люди ходят отдыхать на кладбище. Ну, чисто Васильевский остров и да. Смоленское кладбище, где дети, когда учились в школе, катались на лыжах по кладбищу. На урок физкультуры. Спасибо. А вот здесь какое-то здание примыкает, я там видел кучу флагов. Помощники для получения виз, насколько я понимаю, или типа того. Помогаторы, типа? Да. Ангелочек. Ну, а кого еще они изображают обычно? А вот Бочек с черепом, да. а надписей было очень много, и они все. Отвалились. Их заклеили, потом они отвалились. Вайбово. Так, мы тут поднялись на холм, все употели, как скотины. Куда мы поднялись, Саша? Мы поднялись на Братиславский замок. Главный памятник Братиславы. Ну, кроме старого города. Ага. Там есть кафе с пивосем. Просекко. Пойдемте выпьем все. Подожди, культурная программа сначала. Да, блин. Потом можно будет пойти в старый город и там сделать некультурную программу. Так этот замок, чем он знаменит-то? Это крепость, как например, Крепость? в Белграде, там крепость, где турков выбивали. Ну, это Братиславская крепость. Буквально, это то, от чего пошел город. Ага. Ну, я думаю, что Я не дружелюбна. спрашивать тебя о том, что новодел это или нет, бесполезно, ты не в курсе. Он старый, как Вы же перестраивали тоже? кусочечки, да. Я, короче, открыла Википедию. Так, рассказывай. Стоит? Ты же умеешь в изложении, да, как в школе писали изложение, вот, своим Нет. языком? Это будет перевод словацкого. Что ты ожидаешь? Ну все, тогда точно. Вот о чем я говорила. У них есть свой собственный святополк. Это не святополк тот, который с Руси. Ага. А почему он Святоплюк? Потому что сколько тут языков сошлись? Как минимум 3. Он прожил сравнительно самых 48 лет. Он прожил сраных 48. Сказала с равных. Я поменяла сегодня букву. Любимому сыну святополку. Славному, как он зовется, владыке. Короче, хотим тебе сказать, что мы осознаем твою преданность, страдания целого твоего народа. А это вот Австрия, да? Там гораздо верхнее. Ну вот там ехали, где эти Где ветряки. ветряки, да, это Да. Австрия. Да. Прикольно. Вот это вот Австрия, а это спальный район Братиславы. Мы на левом берегу Дуная. Ну и знаменитый социал-модернистский мост. Это, короче, бывшая резиденция короля. Мост? Он под мостом обитал. Тролль. Ну вот спальнички, прям спальнички. Ну не Девяткино, но Ленинский проспект скорее. Тут же был какой-то, вернее был, и есть замок какой-то. Когда Словакия была в Восточном блоке, через Дунай прямо Австрия находилась. И замок стоял. И чувак сделал себе крылья и перелетел с замка, короче, в Австрию. И его закрыли потом для посещения после этого.
Тут есть памятник Кириллу, Мефодию и их менее известному третьему брату. Остатки, сейчас прочитаю, чего я вечно забываюсь, остатки чего? Ну, что осталось только вот это вот. Римская империя какая-нибудь. Ага. Традиционная. Это базилика. Базилики, да. Великоморавской. Угу. 12 столетия. Это все, что от них осталось. Вот эта часть и эти камни. Они прямо эти, близнецы. Близнецы, а спереди твинг. Тут ничего не написано. Тут, кстати, очень плохо ловит интернет по какой-то причине. Хотя бы на горе находится. Хотя мы на горе. Это сад, а внизу, да, вот там памятник Элжбеты Дуриной. Елизаветы Дуриной. Мы можем зайти в местный сад. Он ни о чем. Ну, пойдем посмотрим ни о чем. Говорят, он красивый, когда оно цветет, но я уже 3-й год не могу попасть тогда, когда он цветет. Я не знаю, что это может цвести. Где-то там на фотках было, что что-то где-то здесь цвело, это было очень красиво, но вот, не выглядит так, как будто бы они должны цвести. Вот это, кстати, вот это вот кракозябла белая, которая вокруг идет, это все еще действующее здание местного правительства. Вот это? Да. Ага. Очень вайбово, наверное, тут работать. И вот там в полный рост эти заборчики, которые живые. Во. В Словакии, я забыла в каком городе, но на востоке Словакии есть викторианский лабиринт из живой изгороди. Но я, видимо, 3-й год не могу попасть на их цветение. Ага, значит, нужно ехать сюда в начале июня, буду знать. Что тут делаешь? Что происходит? Общаемся с природой. Трогаю траву. Ты застряла, тебе помочь? Вот тут. Дотянется? Ручища не дотягивает. Я короткая, мам! Иногда оно оживает. Зачем ты залез в собаку? Я как бы уже отсюда вышла, но я могу еще дальше полезть. Мам, хочешь, я к тебе вылезу? Куда не залезть? Вот сюда залезть У вообще. меня с рюкзаком не пролезаю. Целая площадь. Но меня царапает, я обгорел, мне больно. Я нашла ребенка. Толя, Что ты вы подключи говорите? микрофон, а там у меня звуки типа... «Ой». Давай себе возьмем. Смотри, какой ребенок хороший. В кустах нашла? Да. Смотри, клевый какой. Вот, тут Ребенок, можно иди пройти сюда. нормально. Оп. Иди сюда, смотри. Клевый же. Надо брать. Давай, все, пойдем. Так он же дикий, поди. Ребенок. Пойдем, ставь. Да пивка нальем и нормально одомашнится. Здесь слишком много открытых пространств. Да, тени маловато. Тени здесь нету Ну, нифига. пошли выходить отсюда. Фу, у меня в волосах теперь это живая изгородь. На меня там сел шмель. Мама аж пискнула, я такая. Я переживала, да, по всему поводу. За себя визу шпиля. Сегодняшнее название замка и города Братислава Так. и происходит из исторических документов. Что такое тунайши? Кто такие тунайши? Дальше понятия не имею. Вот кто-то происходит с того момента, как тут царствовали тунайши. Окей. Первое известное название было Безалауспург в 907 году.
Он еще назывался Брезибург. Елизавета. Елизавета Дуринская. Она святая. 24 года. Да. 24 года. Уже успела. При этом в 21 году она уже была замужем. Вот, ее из этого замка выгнали, и она в 28 году приняла обет, когда у тебя ничего нет, как называется. Ну, как аскеза. Ну да. То есть ее выдали замуж в 21 году, так? Да. И потом, когда ее муж умер, ее выгнали из замка. Как можно понять, церковь это тоже Святого Миколаша. Тут все Святого Миколаша. Поэтому она православная. Это православная, а вот это католическая катедрала Святого Миколаша. Это наизвестнейшая катедрала в Словакии. Это вот этот шпилек. Да, это вот этот вот бирюзовый с золотом. Сейчас мы туда как раз выйдем. Ну, такие улочки я обожаю. Это прям как в Чехии. Тынь-тынь. Шмель. Ну, шмель, да, лето. Шмелит. И он, по-моему, эта катедрала вторая по величине. Или одна из самых больших. Одно из двух. Вроде неандертальцы тоже оставляют свое искусство. Кавычки. Мы когда поднимались на башню в церкви, тоже в катедрале в Брне, Мгм. там было место, где Крым наш, нет наш, нет наш. И там Господи. перечеркивали. Туда идем, налево. Смотри, как красиво. Ненавижу этих людей. Тут очень любят чайные розы. Их прям в райончиках, где частные дома, на каждом участке 1100-500 видов чайных роз. А, это какая-то вот старая крепостная стена, да? Да, часть старого города. Мгм. А это как бы розы, и обычно их раз 200 больше. Слушай, ну хороший район, но здесь же шумно, трындец. Ну, типа, вот трасса прямо вот через центр города Вспомни, как мы проходит жили на трасса. Черной речке. Ну, Хуже уже не будет. Того, как они в 4 утра перегоняли трамваи. когда мы жили на Черной речке, там они не с такой скоростью ездили. Прямо в И мое было- окно. У тебя там окна не выходили. Так что, Смотри, детские травы мне предъявляют за окна. улочка. Улочка. Тут где-то есть, как он называется? Во-первых, вороны. Такие, а, Это какой-то чародейский магазин, потому что он называется «Красота космоса». прикольный ворон. Нет, это просто какой-то хендмейд. А, вот отсюда видно прекрасно. Это кафедрала, да? Катедрала. Можно было бы пройти вот по этому мостику, но мы пойдем по крутым ступенькам, в которые я каждый раз боюсь оставить все свои зубы. Прекрасно. Вот тут музей еврейский, и вот тут на углу еврейская кофейня. Музей Жидовского. Ну да. Жидовский это по-чешски, по-словацки. Музей еврейской культуры, и там на углу еврейские кафе. Еврейская еда вкусная. И там где-то есть фонарь, покрашенный в цвета радуги. Фан-факты пошли. Заросшая стена. М. Как можно понять, это кусками жилые помещения и нежилые помещения. То есть вот эта вот квартира там, да, в окошечке. Да, насколько я помню. Нормас. Но по количеству этих, как? Да нет, подожди, это же Климатизаторов? стена крепостная, там не может быть квартира. Хотя, может и может. Может быть. По количеству кондеев можно понять, как там живет. М. Не.
Пёсья зона. Это для нас. Я же говорю. Я только что это прочитала, сказала, я понимаю, что это... Первое, что я сделаю по возвращению в Прешев, потрогаю траву. Тебе стыдно с нами идти, Саш? Меня кто-то звал? Это вот та самая лестница, которой ты боишься потерять зубы? Да. Класс. Когда тут ветер, я боюсь потерять тут жизнь. Какого-то этно или всяких магических причиндалов. Все любят магию? Все любят магию. Это веган суши. Я ничего хорошего Веган от этого... суши? Ничего хорошего от этого не ждала, да. Авалон Magic. Вот прямо отсюда начинает пахнуть вот этим вот Magic. Да. Палочки, вонялочки. Это типа разводилово какое-то, да? Ну, Magic. Не, ну, может, там просто какие-нибудь сувениры продают. Да. Так, идем дальше. Что у нас тут? Уличные музыканты. Какой старый город без уличных музыкантов? И запаха ссанины просто. Запаха дичайшего. ссанины. Ужас. Вот это прям ссаная банька, я бы сказал. В общем, Михаэльские ворота. Все в Михаилова, которые- в общем. Нет, там был другой, короче, чувак. Так, еще раз. Там был другой чувак. Вы не понимаете, это другое. Ладно. В общем, эти ворота были входом в город. И Ага. там раньше был подвесной мост, все как надо. Назвали его Михаэльский, потому что тут стояла церковь. Вот. И тут произошла при нападении кого-то на чего-то на когда-то резня. Как обычно, в общем. Ну да. Люди и любят такую фигню. И в память об этом вон там вот эта плашка. Если я не ошибаюсь. Возможно, я ошибаюсь. Ну, ничего. В интернете же добрые люди, никто тебя не будет осуждать в комментариях. За твои ошибки. Мария Терезия, кстати, там написано. И здесь Мария Терезия. Знаток города Саша потерялась. Да, и что? Я сделаю это опять. Франтишканское на месте, площадь. Францишканская? Франтишканское. А, Франтишек, да? Да. И вот эта площадь, о которой я говорила, где 1001 посольство. А, Вон японский флаг. Тут где-то должна быть вроде Греция. Грешное Грецка. что? Греция там завернулась. Греция, да. Япония и Франция, получается. И Словакия. Опять. Словакия? Зачем Словакии свое собственное посольство? Чтобы было. Не задавай вопросов. Нет времени Это объяснять. точно Словакия, а не Хорватия? Я не вижу там просто Я тоже не вижу. флаг завернулся. Ага, это судно Рада. Ага. Суд, типа? Суд, да. Тут книги на всех языках вообще, которые можно найти. Русские есть? И русский есть. Сербский есть? Не уверена. Короче, здесь улочка, площадь, улочка, площадь, улочка, площадь. Вот так вот. Ну так и происходит, да, что-то жду. Я когда проходила, вот тут начинается, это знак старого места, как района нынешнего, это Братиславы. Ага. Ну, как бы в настоящем времени района старый город Братиславы. И каждый раз, когда я прохожу мимо под этой хренью, я боюсь, что она на меня пойдет. А, вот там стиле вот пилы. висит, ага. Пойдем подснимем. Ну, быренько. конечно. Ну, раз сказали, нужно показать. Нужно было молчать. Я читаю это не House of Art, а House of Art. Фарт. Фарт. А, фарт. Да. Вот и шутки про пердеж подъехали. Ролик удался. Ну, в какой-то момент кто-то должен был это сделать. И типа такое висит в каждом районе, что ли? Нет. Только здесь, да? Это старый город, конечно, они зонтики. Конечно, каждый уважающий себя город, у него есть этот зонтики. Вот эти. Это же так привлекает туристов. Ну, фотаются же. Я помню, Ты же снимаешь это? Ну, в Новисаде ты не кое-что показал, я бы не с снял. зонтиками, и они все были переломаны. да. Когда они стареют, просто болтаются. Саш, встанешь под ней, нет? Может, ты встанешь? Я-то встану.
Вот такие вот красавцы были сегодня с вами. Спасибо, Саша, за экскурсию. Ты отличный экскурсовод, который все знает. Но... В общем, всем пока, увидимся. Попрощайся по-словацки. Ahoj. Dovidenia.